Здесь создается будущее, то есть у каждого из нас есть какой-то образ будущего, и вот все, что мы делаем, оно так или иначе ему соответствует. То есть это уже проявление наших хотелок в реальности. В перерыве между встречами в нашем институте, где, собственно, Денис активно работает с научной командой по созданию объекта 50 метров, да, уже можно сказать все-таки. Ну, Потому конечно, что да. вот это не просто прототип, а это верхушка 50-метрового объекта. Иван Сергеевич, здравствуйте. Меня зовут Артем. То есть, если мы рассмотрим вот эту вот модель, то вертикальная ось, для которой не нужна, соответственно, какая-то направляющая, по ветру ориентировать не надо. Конструкция простая, понятная, на базовом, на бытовом, можно сказать, домашнем уровне. Эту технологию, этот объект считает чем-то фантастическим и нереальным. Но я думаю, что это от них компетенция. Проект «Ветер» переходит от чертежей к реальному железу. Сегодня мы покажем вам, как создается инновационная ветроэлектростанция, способная обеспечить энергией целые здания. Да, масштабировать можно все что угодно, но каждый объект, он не может сразу натуральную величину построить. Вот мы начинаем с маленького шага. Есть такой проект «Уральский Марс». Сказать, это карьер бывший, Бывший карьер огнеупорной глины. огнеупорной клины, да. базу, так скажем. Представьте, вы стоите на Марсе, но при этом находитесь в России, под Екатеринбургом. Это не фантастика, это Уральский Марс. Наш проект «Глэмпинг обсерватории», где каждый может ощутить себя исследователем космоса. Я, Максим, как руководитель по связям с общественностью, живу этим проектом. Я ищу тех, кто готов вместе с нами строить эту мечту. Привлекаю инвестиции, нахожу лучших производителей для наших футуристичных капсул и координирую работу команды. Это ваш шанс стать частью чего-то по-настоящему великого и уникального. Пишите мне в Telegram. Давайте вместе строить наш Марс. QR-код на экране, а ссылка в описании к видео. Но выглядит обстановка там, действительно, как будто бы картинка с Марса. Каждый утеплитель характеризуется величиной теплопроводности. То есть, если мы догрели до 500 градусов, то мощность потерь будет больше в 5 раз, чем мы догрели до 100 градусов. У нас есть же не только чисто температура-проводность, теплопроводность, а есть еще конвективные потери, когда переносится какой-то средой, допустим, воздух там же все равно какой-то есть, он здесь греется, и туда вот горячий пошел. Угу. Один момент, второй момент излучением, то есть если до 500 градусов нагрели, то Т в четвертой степени у нас определяет мощность потерь на излучение. Да. Соответственно, греем во столько-то раз больше, в четвертой степени у нас увеличится мощность потерь на излучение. То есть греть сильно невыгодно. Именно сейчас, если мы говорим в целом про системы отопления, как раз тренд общий мировой на низкотемпературные носители. В Норвегии, кстати, самая высокая стоимость газа в Норвегии, по-моему, она там доходит до $1 за кубический метр. Норвегия, она находится в зоне сильных ветров, насколько я помню. Стоимость там достаточно высокая. И там где-то, может быть, даже и можно было бы использовать, если там достаточно стабильный ветер. Но чтобы эта огромная конструкция работала эффективно, нужны не только мощные лопасти, но и умная электроника. Логика должна быть такая непростая, и, соответственно, это все должно управляться уже не человеком ни в коем случае, а какими-то алгоритмами в железках реализованными. Мы находимся на территории
лаборатории реинжиниринга электронных устройств объектов топливно-энергетического комплекса, руководитель Григорьев Александр Васильевич. Здесь как раз в этой лаборатории ребята создают электронные устройства, могут как повторить устройство с известным функционалом, но недоступные сейчас в России, например, либо улучшить функции какого-то уже существующего устройства, либо создать целиком новое, причем полный цикл разработки от просто схемки логической, функциональной, чего оно должно делать, до реализации, в принципе, уже на плате тоже, топология которой, разработана самими ребятами. Здесь у нас сборка некоторых элементов. То есть вот, например, 3 лопасти готовых уже к сборке в турбину. Эти лопасти могут регулироваться. То есть здесь у нас регулировочная гайка есть, вот на этой лопасти. И можно раздвинуть, сделать плоским. То есть это как раз вот вариант, когда нам нужна сейчас конструкция, которую мы можем всяко-разно менять. Ну что, у нас сейчас существует каркас. Этот каркас мы должны наполнить инфраструктурой. Вот, в себя она включает в том числе и фасад, который должен иметь такую удобную форму для ветра. Вот. Ну, также, конечно, он определять будет и внешний вид этого объекта. Значит, задача этого фасада быть долговечным, надежным. Участие в проекте молодых, это значит, что в этом видят будущее, в том числе и молодые студенты именно технического университета, они понимают, что они строят. Соответственно, они могут на примере этого результата как научиться новое делать, так и у них будет уже конкретный результат их работы, и они будут знать, вот, что в будущем будет использоваться. Да, и, собственно, вот первые молодые специалисты, которые потом будут реализовывать такие объекты по стране. Да, Здорово. да. Да, Заказ очень интересно. на конструкции металлический уже размещен в производственных цехах, то есть там пару недель уже гарантирует нам выдачу. В общем, процесс запущен. Да, и процесс уже запущен. Очень скоро. Да. Мы увидим первую турбину. Проект «Ветер» — это не просто энергия ветра, это энергия людей, которые создают технологии завтрашнего дня уже сегодня. Присоединяйтесь к проекту и следите за нашими обновлениями.